А сейчас я вам покажу вакуумный насос, безмоторный, вечный причем. Сейчас все по порядку. Изначально это когда-то тема использовалась в Египте. Но я вам сейчас такой грубый вот макет показываю, чтобы вы видели. Здесь у нас краник должен стоять. Он закрыт у меня пока. Вот идет шланг, подача воды. Внутри же маленькое отверстие просверлил. Максимально, герметично сидит вот этот вот шланг. Вот он. Вот он идет у нас за водичку. И, в общем, каким принципом он будет работать? Он должен тут быть герметично закрыт. Я сейчас его герметично закрою. К сожалению, кульки у меня какие-то под рукой, все, что было. Крышкой закручу. И когда я открою подачу воды, оно будет течь, сюда эта вода. И будет течь до тех пор, пока здесь будет в источнике вода. Этот способ использовался в Древнем Египте. С подземелий вот таким вот образом выкачивали воду без каких-либо там усилий и так далее и тому подобное. Итак, давайте к делу. Так, вот такую вот жменю кульков взял, вот так вот просто. Вот я все сейчас буду снимать одним кадром, чтобы никто не говорил. Вот воды у нас там должно быть изначально столько налито, сколько это, хотя бы половина. Для того, чтобы тяга была. Когда будет вода сюда вытекать, она будет вытягивать сюда. То есть вот все одним кадром показываю. Вот этот шланг неизменный остался. Вот он. Все сейчас одним кадром, чтобы потом никто ничего не говорил. Я вот так вот это дело закрываю. Плотно надо закрывать, чтобы воздух не попадал. Воздух будет должен попадать, но он будет попадать сюда, прямо вот через это вот ведро. Он будет аккуратно попадать через воду, и достаточно для того, чтобы вода протекала. Итак, я открываю. Вот у нас водичка потекла, вот этот шланг сюда идет. Все одним кадром, как я сказал. Вот смотрите, ведро воды. И вот наш шланг, вот запомните уровень. Вот у нас вода начинает подтягиваться сюда. Видите, да? Когда нужное количество сейчас сюда вытечет, и уже пойдет вот этот вот уровень. Смотрите. Хоп. Все, побежала. И сейчас вот будет быстро вода уходить из ведра. То есть об этой методике знали всякие фараоны. Люди многие думали, что это магия. Там фараон вышел, там помолился солнцу, и там вода как начала течь. Чудеса и только, вот смотрите, вода уходит. И люди думали, один человек там умудряется поливать там сотни тысяч гектаров земли. На самом деле, я вообще скажу от себя, что я в магию никакую не верю, так как занимаюсь наукой. Если бы реально вот эти бабки, детки, колдуны всякие, там, которые, умеют там пророчить и так далее. Или что, никто не напророчил в 2010 году биткоин купить? Скажите мне, пожалуйста. Вот так вот поливалась водичка. Кстати, у меня уже на канале есть короткое видео, я буду сейчас тоже длинное снимать, как можно из лимона добывать электричество. И много электричества добывать. Тоже египетская такая вот тема. Видите, да? Как бы аппарат может выше находиться. Я просто такой вот макет сделал, чтобы вы видели, понимали. И вот представьте себе, я беру сейчас вот ведро. Вы видите, да, меньше стало воды. Доливаю. Еще одно ведро возьму. Неудобно чуть. Ну что, для вас не сделаю. Я еще накопал методику типа вечного источника, которая может вода сюда вливаться отсюда. Но нужно будет там один клапан сделать в этой всей приблуде. И, друзья, если вы меня поддержите лайком, я сниму этот вечный источник. Тема классная, поверьте. У меня вообще очень много всякой клевой темы, полезной информации. Подписывайтесь. У меня сейчас дневной свет работает от солнечной панели. Я уже видео записал. Вот можете, как закончите этот ролик смотреть, сразу снизу посмотреть про альтернативные дешевые варианты аккумуляторов и солнечной энергии. Там для балконов, там для чего угодно. Как видите, источник наш функционирует.
Да, когда сейчас я закончу съемку, я открою сразу одним все кадром, чтобы вы видели, что никакого колдовства здесь нет. И, ну, или там каких-то схем. Еще водички. Вот представьте себе, вот в Африке можно было бы реально такой вот методикой, чтобы со скважины вода просто вот вакуумным типа насосом, вот какая-то вот приблуда. Единственное, что да, плохо, что он втягивается, но если был бы как бы сосуд более грубый, вот, течет, да, видно. Если бы сосуд был бы более такой твердый, не грубый, твердый, то тогда он бы не просаживался, что это не очень хорошо. И как бы вот, ну, я же говорю, воздух по чуть-чуть попадает через воду и прям сочится вместе с водой в эту штуку. Как видите, вода не прекращает течь, несмотря на то, что его скрутило вообще, сжало. Но, как слышите звук, вода продолжает поступать. Вот эти растения у меня, кстати, растут полностью от дневного света, от солнечной панели. Тут прожектор, правда, сюда надо повернуть, но я его пока на время съемок. Так растения растут, видите, цветочки даже уже дают. Вот такой вот у нас вечный насос вакуумный. Водичка вся потихонечку уходит. Вот так вот просто бросали в какой-то колодец, там, да, в яму какую-то с водой. И качали воду. И не нужно было там людей напрягать, чтобы воду таскали. Фараончик вышел там в солнцу, возвал, обратился. И все. Друзья, не реклама, просто хочу вам порекомендовать видео, посмотреть про мою электростанцию. Одну из бюджетных альтернативной энергии. И, в общем, вам понравится. У меня много таких станций и инверторов. Я рассказываю у себя на канале, что сколько стоит, что сколько дает и сколько получается сэкономить. Все фиксирую на счетчик. Так, ну, водичка у нас продолжает течь. Сейчас пусть ведро уже дойдет до низу. И покажу вам всю магию данного аппарата. Да, главное, чтобы здесь было все герметично закрыто. Если этого не будет сделано, то будет попадать сюда воздух, и оно просто вытолкает воду назад. И все, и шайтан машина больше работать не будет. И желательно, да, чтобы здесь шланг был пропорционален этому, потому что этот может по факту больше воды выгнать, а этот меньше может дать. Поэтому вот такое вот у нас получается как бы разбег небольшой. Но тем не менее, как видите, эта шайтан машина работает. Так вот поля они затапливали, и у людей не укладывалось в голове, как такое вообще может быть, ведь столько людей надо, чтобы эту всю воду перегнали. Все одним кадром. Давайте не будем дожидаться до конца, чтобы не затягивать видео. Но! Одним кадром. Вот. Смотрите, сейчас как... Опа! И вода ушла назад. Все. Вода ушла назад.
И там остатки воды, которые есть, сейчас вытечет и все. И вот этот шланчик, который подавал нам воду. Вот он. Если не залить сюда воду в бак, то вакуумный эффект не получится. И работать эта вся машина не будет. Подпишитесь, друзья, ко мне на канал, у меня много очень полезной информации. Спасибо большое за просмотр. Поставьте этому ролику лайк, и я вам покажу вечную шайтан-машину. Есть одна очень тема, надо проверить. Спасибо.